Есть место в Одессе, Крым называется. Здесь почти всегда очередь, вкусная и по нормальным ценам еда. Поэтому, видите, все забито. И еще и очередь стоит. Эти столы все заняты. Сейчас я вам покажу, что же здесь можно поесть. Здесь вкусные чебуреки, кстати. Одна штука 100 гривен, 3 штуки 291 со скидкой. Видите, разные начинки. Здесь крымско-татарская кухня, кебабчик, 275 гривен, плов с телятиной 275. Ну, можете поставить видео на паузу и посмотреть цены. Как сказал когда-то известный одессит, Одесса – это не просто город, это улыбка Бога. И с этими словами невозможно не согласиться. Они, наверное, актуальными будут всегда. Сегодня 24 июля 2026 года, и всех приветствую из прекрасного города у самого Черного моря. Наша реальность настолько плоха периодически, что люди решили погрузиться в виртуальную. Если улыбаются, значит не все так плохо. Вот стоимость 300 гривен, 250 гривен. И здесь различные. Не мешает? И здесь можно виртуальные реальности. Видите? Абсолютно разные. О, пошла жара. Когда прохожу мимо аттракционов, всегда обращаю внимание на то, что, оказывается, у нас еще остались люди, которым не хватает адреналина, потому что те, которым его хватает, на аттракционах уже, по-моему, не катаются. Пока в некоторых странах аномальная жара и людям сложно передвигаться по улице, к нам в Украину пришло похолодание, в особенности в Одессу, уже несколько дней дождливых, и особенно с утра достаточно прохладно, мало людей йдуть на пляж. Але синоптики обіцяють, що з понеділка у нас буде спекотно, бо в Україну йде потепління, і на півдні України буде плюс 30, плюс 35 градусів тепла. Мы с вами сегодня в Аркадии сделаем обзор цен, посмотрим на пляжи, ну и посмотрим, как отдыхают сегодня другие. Сейчас подходим к очень вкусному местечку. Здесь можно попробовать бабл вафли. Кстати, рекомендую, очень прикольная штука, кто не пробовал. 190 гривен стоит одна вафля. Она идет с начинкой, либо сладкой, либо не сладкой. Это уже все на ваш вкус. Вот здесь в Аркадии перед выходом уже вот на основную часть трассы здоровья есть велопрокат. Смотрите, какое здесь большое количество различных велосипедов на любой вкус и цвет. Сейчас я вам покажу, какие же цены. Видите, велосипеды разные, цены тоже разные. Дорослый велосипед, в принципе, от 100 гривен начинается цена. Так что если... Кстати, в такую погоду, если нечем заняться, самое оно покататься на велосипеде по трассе здоровья. Она где-то 15-16 километров, поэтому можно с пользой для здоровья перевести отдых. Видите, какие велосипеды здесь. Большое, что чинят. В общем, вот люди взяли в аренду покататься. Молодцы. Даже люди в очереди стоят сейчас в ресторан «Черноморка». Хотят отведать нашей черноморской рыбки и вкусных устриц. Очередь небольшая, но тем не менее она есть. Вот здесь устрицы попривозили, ого-го. Смотрите, целыми ящиками. Их сразу в водичку сейчас будут погружать. Вот, не покажу вам цены, потому что здесь чистят что-то, и я буду мешать. В следующий раз зайдем. Такой пляжик. И здесь прям повыносило тоже много водорослей. На этом пляжике людей поменьше, но все из-за погоды. Видите? Вот вода текла, и пляж, наверное, очень-очень мокрый. Вот есть мусорки, но у нас люди, конечно,
некоторые. Я не могу на этом не делать акцент, потому что это меня задевает. Я не понимаю, как взрослые люди могут не убирать за собой после отдыха. Вот мусорки. И я вижу, ребята ходят, убирают, но все равно вот люди разбрасывают все мимо. Искренне не понимаю, как взрослые люди не имеют понятия за собой поубирать. Наше море просто страдает и так от войны. Уже сколько в него всего упало, гибнут дельфины массово, а люди на пляжах устраивают просто свинство. Я иду, у меня просто шок. Убирайте за собой, пожалуйста. Но мы же как бы самые развитые и самые умные существа на планете. Я просто иду, на это все смотрю, и я в шоке. Это, наверное, еще с дождем много сюда всего попало, но на пляже реально много мусора. После дождя, после шторма, помимо водорослей, еще и вот такое вот, какие-то доски строительные, не знаю. Ой, как так можно? Ничего страшного. Вижу, здесь открыли пирс. О, с этой стороны тоже много людей. Температура воды в Черном море сейчас примерно 23-24 градуса, поэтому некоторые все-таки рискуют и купаются, хотя после дождя этого делать не рекомендуют. С этой стороны, видите, тоже водоросли есть. Но я хочу вам сказать, что это все зависит от пляжа. На некоторых пляжах их больше, на некоторых меньше, поэтому я на всех не была. Но в Аркадии, видите, не повезло. В Аркадии водоросли есть. Хотя вы знаете, что ситуация меняется с каждой минутой. И тут они есть, а завтра их может совершенно не быть. Все зависит от течения. Вот видите, с этой стороны листья даже в море плавают. Видно, что все стекало в море. Пару дней, конечно, нужно, чтобы все пришло в норму. Водолазы что-то ищут. Интересно, что там нашли? Куски дрона, что ли? Может, и куски дрона. Если вы видите какие-то опасные предметы в море, и вы не знаете, что это, то всех просят не подходить, потому что, не, это не кусок дрона, это какое-то приспособление ловить рыбу, я думаю. А вон, смотрите. Чаечки засели. Смотрите, кто-то себе даже палаточку поставил. И здесь, может, ночует. Точно любит спецэффекты. Жить на море сейчас, конечно, это еще то удовольствие. Какая нарядная девчонка. Видите, вот рядом с морем тоже такие киоски есть. И здесь, мне кажется, цены даже ниже, чем на аллее. Вот хот-доги по 80 гривен. Десерты есть от 20 гривен. Капучино маленький 80, большой 90. Чай 25, 35, 60. В принципе, цены нормальные. И вот такие цены на пиво. Люди умудряются выбрасывать бутылки даже на тенты на крышу. По обстановке в городе. У нас сегодня была за этих 3 недели ужасных, которые были в Одессе, относительно спокойная ночь. Мы, конечно, снова все были в бомбоубежищах, потому что были ракеты на город, но потом уже было тихо. Но утро сегодня снова началось со взрывов и с атаки на город, и всех сейчас призывают особенно внимательно относиться к тривогам, не нехтувати тривогами и идти до укриття. Кто любит черноморские мидии, очень часто идут в это заведение, которое называется «Котелок», и находится оно тоже, конечно же, в Аркадии. Здесь есть и другие блюда, можете ставить видео на паузу и ознакомливаться с ценами и ассортиментом. Здесь был такой, знаете, стихийный, как пирс из-за ремонта коллектора, его делали, но, вижу, убрали, все убрали. Спасатели есть, море не сильно штормит, но все равно спасатели есть, вон люди купаются. И не знаю, как они там плавают. Ой. Но как-то могут. Я думаю, завтра уже почище все будет. После дождя все обсохнет, все поубирают и будет хорошо.
Здесь от ротонды такая лесенка прикольная есть. Смотрите, какая классная. Интересно, куда мы с вами поднимемся? Вижу, люди идут. Везде можно выпить какой-то напиток, если есть мороженое. Это прям это бочечки с пивом. Хочу вам сказать, неплохо, неплохо. Здесь можно посидеть, тоже поесть с таким видом. А вот там наверх на дорогу можно выйти. Ой, какие красивые цветы. Слушайте, это что такое, сорт гибискуса? Это на гибискус похоже. Смотрите, какие красивые. А вот, какое оно нежнейшее. Вау. Нежность. Порядки все наводят после дождя. Вижу, пляжики моют керхером. Все стекало, все перевернуто. Сразу чувствуется, стихия была. Любит кукурузку, вот початок, зернятко. 80 гривен. Здесь зависит, наверное, от размера. Видите, вот маленький стаканчик 80 гривен, большой 100 и самый большой 120. История. Уже велосипеды гоняют, конечно. Я бы здесь запретила на такой скорости гонять, потому что можно кого-то сбить. Так, что можно купить? Вот, здравствуйте. Вот. Пельмені можна з'їсти за 150 гривен, вареники 140 гривен, коктейли. Ой, какая здесь выпечка, пирожки, эклеры. По 35, по 55. Все разобрано, обратите внимание. Пользуется популярностью. Все разобрано. Картопля по 35, по 45 гривен. О, хрустики. Я, кстати, такие хрустики люблю. Вкусненькие. 100 грамм 60 гривен. Сырные кульки. Чем ближе к вечеру, тем больше всех появляется на аллее. И я понимаю, что в Одессе реально пик сезона. И люди устали бояться. Вечером, конечно, в Аркадии становится очень и очень многолюдно. И она начинает жить какой-то своей жизнью. Видите, в Аркадии можно встретить даже арабского шейха. Почем же шаурма в Аркадии? По 300, по 400, смотря какая. Покажу вам ориентировочно цены. О, у нас есть карпатская шаурма. Новинка, 300 гривен. Ну и, конечно же, как у моря без мороженого. Если в Аркадии очень много киосков с мороженым, ну и, как вы видите, сразу образуются очереди за ним, несмотря на то, что достаточно прохладно. Это мороженое Перфетто, и здесь, видите, шарик, это, наверное, 50 грамм, стоит 49 гривен. Все зависит от вкуса, а здесь их большой ассортимент. Вот так сегодня живет Одесса, вот так сегодня живет Аркадия. Как вы видите, люди есть, и их немало. Несмотря на то, что в городе действительно достаточно опасно. Всім чудового дня, прекрасного настрою та тихих і мирних ночей кожному місту України. До зустрічі в наступному відео з Одеси!